Привет, друзья! Любители юмористических программ уже много лет с удовольствием следят за выступлениями дуэта «Новые русские бабки» Матрёны и Цветочка. Дуэт активно гастролирует, появляется во всех юмористических шоу, выступает на частных мероприятиях, становится гостем телевизионных программ. Состав дуэта не меняется много лет. Сергея Чванова и Игоря Косилова никто не узнает вне сцены. К артистам намертво пристал облик пожилых теток, никаких других образов мужчины не создавали. Нужды в этом нет. Публика любит бабок и с удовольствием слушает забавные скетчи. Поклонники дуэта интересуются подробностями личной жизни Матрёны и Цветочка, поэтому в нашем ролике все желающие смогут найти ответы на многие вопросы, касаемые жизни Сергея Чванова и Игоря Косилова. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живут новые русские бабки и сколько они зарабатывают. Идею дуэта трудно назвать оригинальной. В СССР в подобном амплуа блистали Вадим Танков и Борис Владимиров. Старшая часть зрителей хорошо помнят Маврикиевну и Никитичну. Юмористический дуэт «Новые бабки» сложился в 90-е годы прошлого века. Будущие бабки познакомились в студенческие годы. Молодые люди стали появляться на телевидении города Тольятти в программе «Десерт», исполняя юмористические сценки. Они сотрудничали с каналом «Лик». Коллектив разговорчивых старушек начинался как трио. Изначально у Цветочка и Матрёны была подруга Клава, роль которой исполнял Андрей Воробьев, приятель Косилова. Идея рождения проекта возникла на съемках одного из выпусков «Десерта». Тогда молодые люди отправились в деревню под Ульяновском и в ходе съемок пришли в восторг от специфического говора местных старушек. Решено было вывести похожие образы на экран. Реквизит состоял только из головных платков, взятых у матерей. Первые два выпуска были сняты с 3 участниками, а затем, когда артистам предложили эфир на местном радио «Август», было решено, что дальше проект будет развиваться в формате дуэта. Андрея Воробьева исключили из шоу, так как его речь была невнятной, дикция подкачала. Когда зрители задали вопрос, куда делась Клава, им просто сообщили, что бабка померла. Первые сценические опыты артистов представляли собой скетч-шоу, подборка небольших реприз в стиле знаменитого городка. Косилов и Чванов активно гастролировали по окрестным селам и городкам. Общаясь с разговорчивыми бабушками в деревнях, Игорь и Сергей запоминали характерные черты облика старушек – жесты, манеру говорить, двигаться и одеваться. Название «Новые русские бабки» сразу прижилось. Героини реприз обсуждали реалии современной жизни и имели мнение по всем вопросам. Игорь и Сергей развернули активную концертную деятельность, получили эфирное время на телевидении Самары. Регулярно ездили в Москву, где выступали в шоу Угольникова «Оба-на» и вели концерты в качестве конферансье. Громкий успех пришел к новым русским бабкам после выступления на шоу Евгения Петросяна «Кривое зеркало». О забавных старушках заговорила вся страна. Артисты заводили зрителей юмором, оптимизмом, своеобразным взглядом на мир. Шоу «Кривое зеркало» дало Чванову и Косилову всероссийскую известность. Артисты много ездили по стране, приобрели поклонников, видевших выступления бабок вживую. В 2009 году артисты покинули телешоу «Кривое зеркало». Игорь и Сергей утверждают, что им стало трудно участвовать в передаче из-за большой занятости, гастрольных поездок. Новые бабки стали желанными гостями всех развлекательных передач, могли выбирать, где выступить. Артисты надежно спрятались за образом старушек, о себе не рассказывают, стараются не выставлять на показ личную жизнь. Но публика желает знать своих кумиров, увидеть популярных актеров без грима. Сергей Чванов известен поклонникам по образу Матрёны Нигматуллиной. Сергей родился в небольшом татарском городке Чистополь 19 января 1965 года. После службы в армии окончил Политехнический институт в Тольятти. В студенческие годы занимался в художественной самодеятельности, делал забавные пародии и мини-спектакли. Чан, как звали Сергея в молодые годы, пародировал рокеров, делал скетчи на злобу дня. Свою любовь Чванов встретил в студенческом театре. Ирина Федорова сначала взаимностью не отвечала, отговаривалась от Сергея тем, что старше его на 2 года. Но Чванов был настойчив и добился любви девушки. Свадьбу играли в студенческой столовой. У пары 2 детей – сын Даниил и дочь Мария. Ирине пришлось оставить мечты о карьере и сцене, заняться домашним хозяйством и воспитанием детей. Образ второй участницы дуэта по имени Цветочек создает артист Игорь Косилов. Актер родился в Тольятти 31 мая 1966 года. По рассказам тольяттинских друзей Игоря, парень в юности страдал из-за своей непрезентабельной внешности – невысокий, рыжий.
Родители Игоря расстались, когда мальчик был школьником. Косилов остался с отцом, жили они в коммуналке. После школы Игорь поступил в Политехнический институт в Тольятти. Со второго курса парня забрали в армию. Отдав долг родине, Косилов вернулся и окончил институт. Артистическую деятельность Игорь начал во время учебы в вузе. Кася, студенческое прозвище Игоря, работал в театре «Колесо». Молодому таланту доставались главные роли. За время сотрудничества с театром Игорь переиграл во всех постановках. Косилов пользовался вниманием представительниц противоположного пола, но не погружался в устройство личной жизни. Это продолжалось до судьбоносного знакомства с актрисой театра «Колесо» Еленой Назаренко. Она стала женой артиста и променяла ведущие роли на драматических подмостках на семейный уют и воспитание сына Егора. Одновременно Косилов сумел окончить актерские курсы ГИТИСа, действующие при театре. Уже в Москве Игорь продолжил образование на курсе Петра Фоменко. Сейчас семья живет в Москве и поддерживает мать актера. Дуэт бабок работает на сцене больше 20 лет. За это время выпущено множество реприз, собранных в сборнике по годам. Бабки с неизменным юмором и темпераментом рассказывают о перипетиях своей жизни. Особый интерес зрителей вызывают пародии на известных эстрадных исполнителей, которые бабки делают с юмором и вкусом. Новые проекты коллектива «Русские бабки» активно сотрудничают с каналом «Россия», принимают участие в сборных концертах. Редкое юмористическое шоу проходит без дуэта задорных старушек. В сотрудничестве с Николаем Басковым бабки некоторое время вели концерт «Субботний вечер» и имели гонорар за одну передачу – более 700 тысяч рублей. Летом 2015 года приятели создали собственную развлекательную программу «Улица веселая». Основу передачи составили комические скетчи, юмористические зарисовки, в которых мужчины выступили в новых амплуа – жены и мужа, тещи и зятя, внука и бабушки и других. Почти сравнявшись в возрасте со своими героинями, актеры продолжают радовать публику сольными выступлениями и участием в разных шоу. Дуэт «Новые русские бабки» за часовое выступление получает от 500 тысяч рублей. Однако сами актеры признаются, что за столько времени им немного надоели их образы, да и играть женщин достаточно тяжело. Поэтому после выступления им хочется поскорее снять бабушкинские костюмы и быть собой. Устав от образов, Чванов и Косилов решили найти новый путь выражения творчества. Игорь выступает в театре как самостоятельный артист. Он играет в спектаклях «Двое в лифте не считая текилы», «Любовь, собака, любовь». В феврале и марте 2021 года Косилов выступил в постановках «Чокнутые» и «Ты будешь моей». В спектакле «Третий лишний» по пьесе «Мужики и капуста» у актера главная роль. Косилов стал участником второго сезона шоу «Маска», где раскрылся перед зрителями с новой стороны. Он выступил в «Маске-неваляшке» с песней из фильма «Охотники за привидениями», сделал рок-кавер на трек Нюши «Наедине». Помимо актерской деятельности, Игорь занимается писательством. Он выпустил книгу «Гаврюша и красивые» совместно с автором-фантастом Беляниновым. Сергей Чванов владеет базой отдыха «Времена года» на берегу Волги, обслуживающей VIP-клиентов. Новые бабки победили в шоу «Это смешно» на канале «Россия». Любимых героев Матрёну и Цветочка можно увидеть в Инстаграм, но публикации появляются там нечасто. Знакомые артистов говорят, что за годы совместной работы друзья до того устали друг от друга, что вне сцены практически не общаются. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!